Все лучшее на земле создано любовью к своей профессии. Время в конечном счете определяется делами людей. Советский Союз вступил в новый исторический этап. Партия предложила поистине революционную программу перестройки и ускорения социально-экономического развития страны. Суть ее в создании предпосылок, когда каждый человек чувствует себя хозяином страны. Перестройка. Емкое слово. Творческим трудом наполнены будни советских людей. Сегодня можно отметить, что энергия замыслов превращается в энергию практических действий. В нашем фильме мы расскажем об одной важной стороне жизни советских людей, а именно о подготовке специалистов. Итак, ордена Ленина, город Запорожье. Его часто упоминают в министерствах и главках, по радио и телевидению. Пожалуй, в этом нет ничего удивительного. Некогда уездный украинский городок за годы советской власти вырос в крупнейший индустриальный, научный и культурный центр, известный и за пределами нашей Родины. Это здесь, рожденный гением Ленина, стал Днепрогэс, первенец отечественной гидроэнергетики. Это он дал жизнь мощным предприятиям. И в то напряженное время партия выдвинула лозунг: «Люди, овладевшие техникой, решают все». Так, в мае 1935 года был создан техникум, который с 1961 года носит гордое название «Запорожский индустриальный». С того памятного дня подготовлены десятки тысяч специалистов для народного хозяйства. Сегодня техникум – одно из ведущих средних специальных учебных заведений Украины и электротехнической промышленности страны. В нем обучается более 2000 учащихся. Большую помощь в реализации программы приближения учебного процесса к производству с учетом требований научно-технического прогресса оказывают техникуму базовые предприятия, производственные объединения «Запорожтрансформатор» и «Преобразователь», передовые в электротехнической отрасли. За более чем полувековую историю техникум неоднократно менял свой профиль в зависимости от запросов народного хозяйства страны, от цветной металлургии до электротехники.
И сегодня техникум в движении, в развитии. Вводятся новые специальности, отражающие научно-технический прогресс. С участием ведущих специалистов базовых предприятий пересматривается содержание и направленность прежних. Обучение ведется на оборудовании и приборах, с которыми учащиеся встретятся в условиях реального производства. Лаборатория электроснабжения промышленных предприятий. Отличное оборудование – результат технического творчества и экспериментально-конструкторской работы учащихся и преподавателей. Выполненная для учебных целей, она максимально приближена к производственным условиям. Это позволяет выпускникам техникума быстро адаптироваться, о чем свидетельствуют отзывы руководителей предприятий, где они работают после распределения. Лаборатория была признана лучшей на выставке научно-технического творчества учащихся техникумов. По итогам аттестации лабораторий и кабинетов ей присвоено звание «образцовое». В борьбе за присвоение этого почетного звания участвуют все лаборатории и кабинеты. Отрадно заметить, что большинство из них этого звания уже добились. Лаборатория электрических машин. Здесь учащиеся электротехнических специальностей выполняют большой объем лабораторных работ. Оборудованная на современном уровне, оснащенная вычислительной техникой, она позволяет значительно ускорить расчеты и тем самым высвободить время на уроки для творческой работы учащихся. Выполняя комплексную программу укрепления связи учебного заведения с базовыми предприятиями, техникум изготовил такой же комплект лабораторных стендов и смонтировал их в учебном центре производственного объединения «Запорожтрансформатор», опять-таки трудом учащихся и преподавателей. Теоретическая часть курса изучается в специализированных аудиториях и кабинетах, причем по всем дисциплинам. Они позволяют проводить обучение предметно и наглядно. Многие аудитории включены в замкнутую систему телевидения техникума. Это, соответственно, повышает качество учебно-воспитательного процесса. Эффективно работают предметные и технические кружки, где учащиеся приобретают навыки технического творчества, приобщаются к экспериментально-конструкторской работе. Большинство макетов, действующих моделей для учебного процесса изготовлены руками учащихся. Многие из них на выставках научно-технического творчества молодежи отмечены медалями ВДНХ СССР и грамотами. Немецкий язык давно стал для учащихся языком дружбы. Много лет плодотворно сотрудничает Запорожский индустриальный техникум с инженерной электротехнической школой имени Ханны Гюнтер из города Хельден в Германской Демократической Республике. Ежегодно учебные заведения обмениваются группами учащихся для ознакомительной производственной практики. Они знакомятся с жизнью народов братских стран, их историей и традициями, успехами в социалистическом строительстве. Эти встречи стали составной частью интернационального воспитания молодежи. И закономерно, что Запорожский индустриальный техникум является членом общества советско-германской дружбы.
Не лишне напомнить, что основы интереса к жизни братской страны закладываются здесь, в лингофонном классе на уроках немецкого языка. Научно-технический прогресс тесно связан с широким внедрением в производство вычислительной техники, и каждый специалист обязан умело ее использовать. В техникуме разработана и успешно реализуется целевая комплексная программа «Компьютер» по внедрению вычислительной техники в учебный процесс. Созданы дисплейный класс и класс информатики. Знания и навыки, полученные на уроках, закрепляются при расчетах курсовых и дипломных проектов на микро-ЭВМ. Передовая техника широко применяется при изучении всех учебных предметов, имеющих расчет. Обучение по курсу «Информатика и вычислительная техника» прошли и все преподаватели. И вот результат. Созданы пакеты программ по всем предметам. Производственное обучение является составной частью учебно-воспитательного процесса. Целевая комплексная программа по расширению и укреплению связи техникума с базовыми предприятиями позволила поднять на новый уровень практическую подготовку учащихся. Здесь учащиеся в соответствии со своей специальностью изготавливают различную товарную продукцию по заказам предприятий. Мастерские являются единственными на Украине изготовителями трансформаторов цепей управления и местного освещения. Объем выпуска до 10 тысяч в год. С учетом высокого уровня организации практического обучения, техникум определен базовым по производственному обучению в отрасли. Опыт сотрудничества техникума с базовыми предприятиями одобрен Министерством высшего и среднего специального образования СССР. Поэтому Всесоюзная практическая конференция по проблемам укрепления связи обучения в средних специальных учебных заведениях с производством была проведена в Запорожье на базе индустриального техникума и производственных объединений Минэлектротехпрома. В работе конференции приняли участие руководящие работники Минвузов союзных республик, отраслевых министерств и ведомств, партийные, комсомольские работники, представители базовых предприятий, техникумов страны. В докладе начальника учебно-методического управления по среднему специальному образованию Минвуза СССР отмечается, что наиболее плодотворное сотрудничество ведется между Запорожским индустриальным техникумом и производственным объединением «Запорожтрансформатор», где трудится около 600 выпускников. Имена многих из них известны за пределами региона. Сегодня в техникум пришел бригадир Владимир Семенович Парфентьев. За высокие производственные успехи ему присвоено звание лауреата Государственной премии.
Знает Владимир Семенович, полезен первокурсникам его жизненный опыт, рассказ об их будущей специальности. Он первый из династии Парфентьевых, окончивших техникум. Готовится защищать диплом старший сын Олег, а ему на смену уже поступил в техникум и Вадим, младший из Парфентьевых. Когда пришло время выбора жизненного пути, колебаний не было, только в индустриальный. Как и отец, братья будут трансформаторостроителями. Техникум вошел в жизнь многих династий выпускников и вправе ими гордиться. Владимир Семенович – частый гость в техникуме. Он обязательно проверит, как учатся дети, посоветуется с классным руководителем, ведь сыновьям продолжать его дело, умножать его славу. А сегодня наступил заветный день для старшего сына Олега. Государственная квалификационная комиссия строга, но отец может не волноваться. Знания, полученные в техникуме, гарантируют успешную защиту дипломного проекта. Пройдут годы, и Олег, придя на производство, станет высококвалифицированным специалистом. Традиционные ежегодные встречи с выпускниками прошлых лет, анализ их служебного и общественного положения свидетельствуют, они хорошо трудятся, принимают активное участие в общественной жизни. Многие стали ответственными партийными, советскими, административными работниками, учеными, знатными людьми. Среди них можно встретить героя социалистического труда и полного кавалера Ордена Славы, лауреата государственной премии и писателя, изобретателя и педагога, артиста. Большинство выпускников предвоенных лет прошли дорогами войны, защищая Родину. Многие отдали за нее свою жизнь. Но память о павших священна. Она помогла коллективу техникума провести большую работу, итогом которой стало создание музея боевой славы. Сюда приходят первокурсники, чтобы приобщиться к этой памяти, понять истоки силы и мужества советских людей. В музее ветеран войны, заслуженный учитель республики Вискубов Иван Тимофеевич расскажет о Великой Отечественной, о выпускниках павших и тех, кто дожил до победы. Расскажет об истории создания и той большой работе по военно-патриотическому воспитанию, которую проводит музей. И многие из тех, кто сейчас слушает его, скоро снова придут сюда, чтобы включиться в поисковую работу. Кабинет начальной военной подготовки. На занятиях осваивают навыки обращения с боевым оружием, основы военных специальностей. Серьезным делом заняты они, серьезны их лица. Это им предстоит охранять наш покой, мир на земле, помня слова Ильича, учиться военному делу настоящим образом. И они учатся.
учатся и в созданном при техникуме военно-спортивном взводе. Их командиры — воины-интернационалисты, недавно уволенные в запас. Усиленная физическая, строевая, огневая подготовка, прыжки с парашютом — все это пригодится выпускникам в период армейской службы. С большой охотой и старанием осваивают ребята элементы подготовки десантников. Причем значение ее их инструкторы узнали не только из наставлений и рассказов, а в настоящем бою. Поэтому так авторитетно их слово, так строга воинская дисциплина во взводе. Высокий уровень начальной военной подготовки, активное участие в военно-спортивной игре «Орленок», комплексное военно-патриотическое воспитание стали уже традицией. Много добрых слов сказано командирами о военнослужащих выпускниках. Более 10 лет подряд техникум награждается переходящим кубком министра обороны за подготовку юношей к службе в рядах советской армии. Не учебой единой жив ученик. Каждое лето выезжает техникум в лагерь труда и отдыха, чтобы помочь совхозу отдохнуть, набраться сил. Так родилась еще одна замечательная традиция. Каждый участник 3-го трудового семестра. А дело по вкусу найдется всем. Сельхозотряд помогает в уборке урожая. Стройотряд не только оставляет после себя готовые объекты, но и добрую память шефской работой на селе. Все ремонтные работы в техникуме уже много лет проводятся при активной помощи учащихся. 3-й трудовой семестр стал хорошей школой трудового воспитания, нравственного взросления, гражданственности. И по прошествии многих лет будут вспоминаться лагерь труда и отдыха, его линейки, соревнования. Осенью на торжественном вечере трудовой славы подводятся итоги. Ответственное отношение к труду, хорошая организаторская работа комитета комсомола и правкома позволяют коллективу добиваться высоких результатов в областном социалистическом соревновании. Вот они. По итогам пятилетки техникуму присуждено 1-е место среди средних специальных учебных заведений и вручено на вечное хранение переходящее красное знамя облисполкома и обкома комсомола, как символ трудовой доблести коллектива. Время быстротечно, и техникум, как человек, отметил свое 50-летие. Много это или мало? Много, если посмотреть на сидящих в зале посидевших выпускников довоенных лет, украшенных наградами за бой и за труд. Мало, если посмотреть на первокурсников, рапортующих ветеранов. Здесь в зале встретились поколения, потому так взволнованно звучит наказ ветеранов — любить свою родину, трудиться для укрепления ее славы и могущества, помнить тех, кто отстаивал ее свободу и независимость. На торжества приехали друзья из Германской Демократической Республики. Прилетел из Чехословакии выпускник Рудольф Пешка, чех, родившийся и выросший в Запорожье. Сейчас он генеральный директор комбината Витковице в Острове,
которые в годы войны освобождал. Закончился праздник, начались будни, необычные будни. Техникуму присвоено звание «Образцовый». Новые подходы, поиски, решения. В его расписание заглавной строкой вошла перестройка. Она затронула все стороны жизни техникума. Но центральная фигура преобразования — учащийся. Рабочий ритм сейчас определен решениями съезда партии. Обратите внимание на их тон — деловой, спокойный, конструктивный. На такую тональность настраивают педагоги техникума свои мысли, чувства и удары своих сердец, ибо основой решения современных задач является человеческий фактор. Незаметно проходят годы, и вот учащиеся нового потока впервые встали в строй. Техникум принимает пополнение, идет торжественная церемония посвящения студентов. На знамена равняются новички и выпускники, гости и педагоги. Ежегодный праздник День знаний. Здесь особенно хорошо вспоминаются слова нашей Конституции. Граждане СССР имеют право на образование. Вот оно наше право. Его вы видите на лицах участников торжества. У них хорошее настроение. От чего зависит оно? Разные люди ответят по-своему. Но сойдутся в одном. Сознание того, что твой труд и учеба обогащают Родину, а Родина дорожит твоим счастьем. Это главное. У советского студенчества есть замечательные традиции, идущие от первых рабфаковцев, взявших штурмом высоты науки. И молодые знают, что педагоги, как горьковский Данко, готовы вложить в их души огонь стремления к знаниям и частицу своих щедрых сердец. Две тысячи человек учатся в техникуме. Мы же в фильме рассказали о немногих. Впереди у них новые дела и задачи. Но с уверенностью можно сказать, они им по плечу. Ибо уже сейчас, участвуя в перестройке, каждый сегодняшний студент знает, что завтра его как специалиста ждет страна. Быстро промелькнут годы, насыщенные учебой, раздумьями, трудом и широким на выдумку студенческим весельем. Пусть каждый из них, выходя на дорогу жизни, с теплотой и гордостью скажет: «Мы из Запорожского индустриального». Где-то в огне на сопках цветет, кедры вонзаются в небо. Кажется, будто давно меня ждет край, где ни разу я не был. Кажется, будто давно меня ждет край, где ни разу я не был. Возле палатки
сладким закружится дым, вспыхнет костер над рекою. Вот бы прожить мне всю жизнь молодым, чтоб не хотелось покоя. Знаю, что будут, наверное, не раз грозы, мороз и тревога. Трудное счастье, находка для нас, подвигом наша дорога. Трудное счастье, находка для нас, подвигом наша дорога. Где-то в огне на сопках цветет, кедры вонзаются в небо. Кажется, будто давно меня ждет край, где ни разу я не был.